Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 9 декабря. В этом видео поговорим о церковном календаре, уделим внимание народному календарю на 9 декабря, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 9 декабря. Итак, 9 декабря в православии отмечается День Святого Георгия Победоносца. Вы знаете, в православной традиции 2 раза в год отмечают дни, посвященные памяти святого великомученика Георгия Победоносца. 6 мая – это день казни великомученика, и 9 декабря – это дата, посвященная годовщине освящения Ярослава Мудрым храма в честь Георгия Победоносца в Москве. Дело в том, что православные всегда очень почитали великомученика Георгия. Родился он в 3 столетии в христианской семье в Каппадокии, территория современной Турции, и был воспитан в традициях веры и благочестия. Георгий был военным и верой и правдой служил императору Диоклетиану, но тот был язычником. Когда начались гонения на исповедующих христианство, Георгий открыто заявил о своем вероисповедании, за что и был подвергнут многочисленным пыткам и убит. По преданию, он перед смертью перекрестился перед статуей Аполлона, после чего все идолы храма разрушились. Также предания гласят, что Георгий убил змея, опустошающего земли Бейрута. Это считается чудом, так как произошло уже после его смерти. Именно поэтому Георгий Победоносец обычно изображается доблестным воином с копьем в руках, побеждающий змея или дракона, которому приносили в жертву молодых девушек. Так Георгий явился во время жертвоприношения. Он велел змею именем Божьим подчиниться, а жителей города призвал не бояться и уверовать в Иисуса Христа. В Киеве Ярославом Мудрым была заложена Георгиевская церковь в честь Георгия Победоносца, небесного покровителя Ярослава. Его христианское имя Георгий или Юрий, и была освящена митрополитом Иларионом. День освящения Георгиевской церкви 26 ноября. Он стал большим праздником, и в проложном сказании говорится, что Ярослав Мудрый заповеди по всей Руси творить праздник святого Георгия. И, к сожалению, до наших дней Георгиевская церковь не сохранилась. Она разрушена приблизительно в 1240 году после нашествия хана Батыя. Также обращаем ваше внимание, сегодня продолжается 9 декабря рождественский пост. Разрешена горячая пища с постным маслом, рыба и вино. Но на Руси Георгия Победоносца назвали Юрием, поэтому 9 декабря закрепилось как Юрьев день. Также этот день называют как Егорьев день, Юрий Зимний, Юрий Холодный или Егорий Волчий заступник, а также Егорий Храбрый. В Юрьев день утепляли дома, погреба и сараи. Двери оббивали рогожей или войлоком, конопатили окна и погреба. Зимнего Егория считали волчьим заступником. Говорили, что в этот день волки подходят близко к людским домам и пытаются утянуть скотину, и могут даже на человека напасть. На охоту в этот день старались не ходить, чтобы не пострадать от дикого зверя. Егорий издавна считается покровителем домашнего скота, поэтому в день его памяти проводились специальные обряды, чтобы сохранить животных и придать им силы пережить наступающую зиму. Для этого старшие жители деревни доставали горящие угольки из печей и бросали в прорубь, веря, что уголь вберет в себя силу воды. Потом эти угли вычерпывали из проруби ладонями и несли их в хлев, где подбрасывали в корыто, из которых ест скотина. Ну а хозяйки выпекали печенье, выполненное в виде лошади. Мужчины брали это печенье, обходили с ними несколько раз двор и несли в чистое поле, где оставляли с магическими словами.
Считали, что именно в этот день медведь в берлоге впадает в зимнюю спячку. За окном становилось действительно по-настоящему холодно. Пытаясь определить, какой будет предстоящая зима, люди отправлялись к колодцам и слушали воду. Если вода была спокойной, то это говорило о том, что зима будет теплой и без вьюг. Если же в колодце вода бурлила, то грядут морозы и метели. Вы знаете, Юрьев день для наших предков когда-то давно был весьма важным праздником. Почему? В этот день во время крепостного права крестьяне имели возможность переходить от одного хозяина к другому. Но данная традиция была отменена Борисом Годуновым в конце 16 столетия. Наверняка многие из вас слышали такую пословицу, что «вот тебе бабушка и Юрьев день». И это говорило о том, что человек утратил какие-то возможности. Принято считать, что для того, чтобы жить в достатке и не иметь долгов, то обязательно нужно избавиться от долгов или расплатиться по счетам до праздника Егора Холодного, то бишь до 9 декабря. Отправляясь в дальний путь 9 декабря, обязательно следует отслужить молебен о благоприятном окончании предстоящего путешествия. Считалось, что на Юрия зима полностью вступает в свои права, поэтому наши предки уже понимали и осознавали, что зима настоящая близко, и ни в коем случае не стоит игнорировать заветы наших предков. Также старались в этот день молиться Георгию с просьбами о защите домашнего хозяйства, о здоровье и безопасности скота, чтобы хищники ни в коем случае не трогали его. Для защиты домашней скотины крестьяне бросали угольки в воду, а потом несколько штук заносили в сарай со скотом. Также в Юрьев день наши предки выходили к колодцам и обязательно слушали воду. Также наши предки старались отдавать в этот день все долги, притом не только мелкие, но и крупные. Даже была одна интересная народная примета в народе, что иначе весь год должниках проходить можно. Если же не было возможности это сделать, то наши предки ходили в храм и просили помощи у иконы Георгия Победоносца найти работу и вернуть долг. Молиться о легких деньгах не стоило, иначе считалось, что святой может и наказать, наслать беды или болезни. Также наши предки в этот день очень особое внимание уделяли народным приметам касательно погоды, потому что для них очень важно было знать и понимать, а что же их ждет зимой и весной. Поэтому, если до 9 декабря выпало много снега, то до 6 мая, а это у нас с вами праздник Георгия Вешнего, все растает и вырастет новая трава. Если на Юрьев день холодно или ударил мороз, то зима обещает быть очень суровой и долгой. Услышать волчий вой недалеко от дома к сильным морозам. Иней на земле на Юрьев день хорошему урожаю. Сильный ветер 9 декабря ожидайте трескучих морозов. Если на 9 декабря весь день метет метель, то будет раннее поение пчел. Также обращаем ваше внимание, что наши предки говорили, что у волка в зубах, то Егорий ловит волк свою руковую овечку. Теперь давайте поговорим о том, кто же в этот день, 9 декабря, отмечает именины. Так, сегодня отмечают именины в Юрьев день Николай, Даниил, Юлиан, Георгий, Василий, Петр, Назар, Афанасий, Илья и Яков. Если в вашем окружении есть люди с такими именами, обязательно их поздравьте с именинами. Ну, а человек, рожденный 9 декабря по знаку зодиака Стрелец. Эти люди имеют достаточно сложный характер. Они замкнутые и необщительные, из-за чего им сложно сходиться с людьми. В качестве талисмана им подходит хризоберил, который помогает привлечь внимание противоположного пола и добиться успеха в делах. Теперь давайте поговорим о снах. Что же нам говорят сны в ночь с 8 на 9 декабря? Итак, хорошие сны, увиденные в ночь с 8 на 9 декабря, могут сбыться в течение недели.
Плохие сновидения призваны предостеречь вас от какой-то ошибки, связанной со здоровьем. Лучшим сном станет тот, в котором вы увидите себя плачущим. Важно, обидно или больно вам быть не должно. Если вам приснится, что вы льете слезы, но при этом ничего не чувствуете, это будет означать, что организм очищается от негатива, накопленного за минувший месяц, и вскоре будет готов к новым свершениям. Хорошим знаком станет и дорога во сне этой ночи, особенно если она будет широкой и бескрайней. Это скажет о том, что вы стоите на верном пути и что впереди вас ждет какая-то удача. Если вы упретесь в тупик, будьте готовы к аналогичному повороту событий в реальности. Возможно, необходимо будет резко поменять и ваши планы. В то же время, если в ночь с 8 на 9 декабря вам приснится, как вы бежите по кругу, это надо будет воспринимать практически буквально. Значит, в жизни вы никак не можете уйти с какой-то негативной темы или побороть какую-то нехорошую, например, привычку, которая лишает вас энергии. Поэтому вам стоит задуматься об этом. Давайте теперь поговорим о том, а что же можно делать 9 декабря. Вы знаете, Георгия Победоносца на Руси считали покровителем земледельцев, воинов, храбрецов, и в праздник молодых людей парили в бане дубовыми вениками, а потом намазывали волчьим жиром для придания им волчьей силы и храбрости. Так повелось со времен язычества. На Руси верили, что волки начинают ходить на охоту 9 декабря. Если помолиться святому Георгию, считается, что хищники никогда не нападут на стадо. 9 декабря обязательно нужно постараться погасить все платежи и задолженности. Тогда будущее принесет удачи и в материальном плане, и в духовном. Теперь давайте поговорим о том, а что же нельзя делать 9 декабря в Юрьев день. Вы знаете, ни в коем случае нельзя оставаться в должниках, иначе не только весь год так и не сможете от долгов избавиться, но и несчастье и беды в вашу жизнь привлечете. Потому и знающие люди говорили, что к 9 декабря нужно обязательно погасить все платежи и задолженности. Тогда будущее принесет удачу и в материальном плане, и в духовном. Также в Юрьев день не рекомендуется вести финансовые дела. Они не будут успешными. В этот день можно лишь вести переговоры, договариваться об условиях будущих сделок. Также 9 декабря нельзя охотиться. По народной примете, кто не послушает данный совет, накличет на свою семью несчастье и потери. Вместо охоты лучше в Юрьев день сходить, например, порыбачить. Хороший улов и накормит, и финансовые поступления из неожиданного источника принесет. Однако этим советом могут воспользоваться только опытные рыбаки, уверенные в своем мастерстве, поскольку тот, кто 9 декабря вернется с рыбалки ни с чем, в следующем году будет бедствовать. Запрещается в Юрьев день отправляться и в дальнее путешествие. Оно будет неудачным. Если же никак не получается перенести дорогу, то перед ней надо помолиться и в день отправления никому ничего не давать из дома. Также 9 декабря нельзя уходящего из дома целовать, поскольку тогда он в течение дня всюду будет опаздывать. Особенно этой народной приметы нужно придерживаться тем, кто отправляется на какое-то важное совещание, на деловую сделку или же другое значительное мероприятие. Также не рекомендуется мужчинам 9 декабря принимать ванну или душ. Считается, что в Юрьев день им нужно хорошенько попариться в бане или в сауне, чтобы всю зиму быть здоровыми и крепкими духом. Женщинам же, напротив, в этот день не стоит посещать парилку и сауну, иначе считается, что банник разозлится и нашлет разные болезни. Также 9 декабря нельзя употреблять кислые продукты, иначе по народной примете вся зима пройдет в тоске, в печали и в грусти. В Юрьев день надо есть как можно больше сладких и ярких овощей и фруктов. Тогда никакие невзгоды не помешают войти в жизнь счастью и радости.
Нельзя 9 декабря поднимать свой упавший кошелек, иначе в будущем деньги из него будут просто испаряться. Лучше попросить поднять его кого-то из мимо идущих людей, тогда народная примета не сработает. Ну а если же кошелек упал, когда никого рядом нет, то его не следует брать руками. В таком случае вы можете воспользоваться платком, перчаткой или, как вариант, другой вещью. Вот такой, друзья, день у нас с вами 9 декабря по народным приметам и церковному календарю. Ну а с вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.